Почему танки классика так долго разрабатывается? Орех наконец-то официально ответил нам на этот вопрос. И помимо этого он рассказал про будущее проекта, что нас ждет в ближайшее время. Друзья, всех приветствую на канале Ник 10. Сегодня в этом ролике обсудим насущую проблему по классике, да, почему так долго игра разрабатывается. Но в этот раз мы уже не будем сами гадать, а рассмотрим ответ Ореха, что он по этому поводу сказал. На днях мне удалось его в чате поймать, здесь в классике, где произошел очень интересный диалог между ним и игроками, где он и рассказал, собственно, почему так. Почему игроки быстрее, чем разработчики, успевают создавать игру. Для тех, кто не в курсе, недавно мод выходил на танки классику, где добавили флаги старые эффекты звуков, убрали все лишние новые элементы, добавили флешевский чат. Если вдруг кто не видел, вот подсказочка у меня есть, можете перейти посмотреть этот ролик. И вопрос, почему игроки обычно это сделали, а сам Орех до сих пор еще не сделал такие простые вроде как мелочи, да, особенно в масштабах крупной компании. Ну и давайте переходим к ответу Ореха. Не забывайте, друзья, ставить лучший тег создателя контента Ник 10, настройка вашего аккаунта в танках онлайн, повышайте вероятность выпадения крутого дропа с контейнеров и участвуйте в розыгрыше на 20 тысяч рублей. Будет 5 победителей, в описании есть ссылочка с условиями, которые максимально простые, обязательно участвуйте. Первый вопрос, да, сегодня мы узнаем, когда будет новый вайп, и что новый вайп будет необычный. Ну, я уже рассказывал вам, да, про новый вайп, что он и так будет необычный, но там еще добавились некоторые нюансы, которые мы рассмотрим. Короче, давайте переходим. В чате спрашивают, когда следующий вайп ожидается. На что Орех отвечает: выдумывать даты вредно для нервов. Ну и в принципе, для тех, кто не в курсе, Орех никогда не отвечает на вопрос «когда». То есть, если вы у него спросите «когда», он никогда мне ответит. И вот как раз самый, наверное, интересный вопрос: почему Гадкий делает худ быстрее, чем ваша команда? На что он отвечает, что ему не надо делать бэкэнд. Я, как и, наверное, многие из вас, не знаю, что этот термин обозначает. И для того, чтобы узнать, что это такое, пришлось выйти в сеть интернет, чтобы посмотреть это определение. Итак, бэкэнд, друзья, в онлайн-игре — это серверная часть, обеспечивающая логику, хранение данных и взаимодействие игроков и синхронизации игрового мира между пользователями. То есть именно этим сейчас занимаются разработчики, поэтому сейчас нету полностью доработанного боевого худа, поэтому, по словам Ореха, обычные игроки быстрее сделали визуальную составляющую, чем разработчики. Дальше Орех сказал, что они умышленно не делают вот все вот эти вот правки, которые сделал Гадкий я. То есть вот эти все мелочи, как визуальная составляющая, боевой худ, флешский чат, вот все вот эти вот старые флаги там, да, все вот это вот они просто специально не делают, по его словам. Он написал, что мы самое простое откладываем. Настолько простое, что вы модами можете сделать. А работа над бэкэндом — это главное. Также Гадкий я предлагает ему помощь, чтобы распределить усилия, чтобы помочь разработчикам. На что Орех ему ответил: тебя нет в разработке, твой мод — это твоя инициатива. Как вы думаете, вот правильно ли делает Орех и разработчики, что они идут по такой вот стратегии? Если для них это так просто, почему бы сразу это не сделать, да? Или параллельно с бэкэндом бам-бам-бам сделать, да и заниматься своими дальше делами, вот, которые извне нам недоступны, которые видят только разработчики. Ну, как видите, разработчики решили делать именно так, как сейчас они это делают. Хотя для таких обычных пользователей, которые в этом всем не шарят, да, им это будет неясно, непонятно. Почему, на первый взгляд, вот кажется, что ничего не меняется, да? Как будто встала разработка. Нет, она на самом деле идет, но для таких обычных пользователей могли бы, конечно, и такие простые моменты, как я считаю, ну, по-быстрому просто сделать, раз они пишут, что это так просто, что Гадкий я сделал это вообще там чуть ли не за один день. Поэтому вот со стороны обычного игрока, вот, да, вот мне кажется, зачем тогда это откладывать, если можно это делать сразу, если вам это сделать так просто. А после этого Орех сказал, что он достаточно раз сталкивался с модами, которые начинали хорошо, а потом превращались в удобный способ воровать аккаунты, а никакой поддержки этой инициативы от разработчиков никогда не будет. В какой-то раз просто Орех в чате писал, что он не против модов, здесь он уже пишет, что поддержки этой инициативы от разработчиков никогда не будет. В общем, это все официальные ответы Ореха, что касается разработки, почему она так долго идет по танкам классик. Пишите ваше мнение в комментариях, а особенно эксперты, которые во всем этом шарят, вот в бэкэндах, в разработке, кто у нас тут суперпрограммисты. То есть действительно так проще разрабатывать, откладывая самое простое напоследок, или же это просто какая-то лень от разработчиков. Кто шарит, напишите обязательно про это в комментарии. И второй момент, что касается новостей. Почему ничего не слышно, почему разработчики никак не комментируют, да, что происходит, когда что будет. Тоже на этот вопрос появился ответ. В чате спросили у Ореха: привет, когда будут новости? На что он ответил: я молчу не потому, что я злой. Я молчу, потому что отвечать на вопрос «когда» в разработке — это всегда тыкать пальцем в небо. Так как классика — это по сути танки онлайн с другими настройками, есть несколько важных вещей, поддержку которых нужно делать одновременно и тут, и там. Читы, например. То, что работает в танках онлайн, будет работать и в классике.
потому приходится выбирать приоритет. Игроки тут акцентируют сильно на всяком визуале и звуках. Мы, наоборот, на них пока не акцентируемся. А лучше бы акцентировали, согласитесь. Потому что это самое простое, игроки акцентируются, потому что для них, наоборот, это понятнее, чем все, что под капотом. Но это, да, про это я и говорил, что нам это понятнее выглядит, да. Что под капотом, там мы не видим. Я, конечно, могу повторять, как заведенный, это день за днем, но по опыту Ореха лучше хранить радиомолчание до тех пор, пока не будет какой-то интересный видимый результат. А он будет, и это хорошо. Орех сказал, что результат будет, работа над классикой продолжается. Если вдруг какие-то будут изменения в планах по проекту, он сразу нам это расскажет. И вот, наверное, самое интересное, друзья, про следующий вайп, о чем я в начале видео говорил. Орех сказал следующее, что на следующем вайпе будут интересные штуки. Ну, вы помните, что там следующий вайп будет со звания лейтенант, с кучей кристаллов. Вот, и он сказал, что это будет не самые интересные штуки. То есть звание с кристаллами не самые интересные штуки, которые там будут. И нужно терпение, господа. То есть, видите, небольшая интрига, небольшой анонсик чего-то интересного, но что это будет, даже сложно как-то прогнозировать. Но радует, что это не самое интересное, что подготовил нам Орех. Может быть, он нам подготовил Legacy версии карт? Ну, что это может быть? Остается только гадать. Пишите ваше мнение в комментариях. Как вы думаете, что за секретный сюрприз подготовил Орех для всех игроков? И дальше он написал вот непонятное сообщение. Вы же хотите протестировать, как бы выглядела классика? Будь в ней, например, бонг, уфо или гранаты. Я точно знаю, что хотите протестировать, и потом долго мне рассказывать, как это нельзя ни в коем случае делать. Вот, значит, и договорились. Вот, рано я, видимо, озвучил свое мнение, да, по поводу Legacy карт. Я надеюсь, что не про это будет речь на следующем вайпе, что он готовит что-то интересное, именно бонг, уфо и гранаты в классике. Бонг, для тех, кто не знает, это пушка такая, как коготь. Бьется, вот кто в танки онлайн играет, те, наверное, в курсе. А уфо это летающий корпус, типа хоппер. А гранат, ну это гранаты, я думаю, про них многие в курсе. И дальше Орех предлагает вариацию гранат в классике. Чтобы их доставать, надо было каким-то суперсложным образом, и они были только в конце всей игры, и в отличие от танков онлайн, были бы бесконечными. Конечно, это в рамках новых танков, да, какого-то разнообразия звучит интересно, но не совсем классически это звучит, согласитесь. Но вот гранаты в классике даже, ну, хотя в конце игры, если, как он пишет, что до конца игры идти где-то год, и там в конце вам дадут гранату как какой-то приз, да, они будут бесконечные. Опять же, с учетом того, что это будет, может, какая-то настройка дополнительная, да, чтобы не было этого в битвах по умолчанию, то может быть окей, да, но в общем и целом, конечно, вот бонки, летающие корпуса. Помните шутка про хоппер в классике? Походу дошутились. Бонк, хоппер и граната планируется тестироваться на следующий вайп. Посмотрим, что из этого выйдет, если, конечно, это именно про это речь. Ну а про гранаты, друзья, пишите ваше мнение, как вы думаете, вот в таком формате, да, что в конце игры только граната будет доступна. Ок это или не ок? Я считаю, что самое главное, чтобы это не было, да, на протяжении всей игры. Может быть, в каком-то формате спецрежима было бы это доступно. Но с точки зрения разнообразия, тут, конечно, это интересно звучит, что в конце игры, и что вы получите ее каким-то суперсложным образом. И, ну и, конечно же, с учетом того, что эта опция должна отключаться. Вот такие, друзья, новости классики, что нас ожидает в ближайшее время. Ставьте лайк на это видео обязательно, пишите ваше мнение в комментариях, потому что тут есть что, я думаю, написать вам, а мне есть что будет прочитать и, возможно, обсудить это в следующем ролике. Поэтому комментарии обязательно пишите. Спорное ощущение от грядущих обновлений в классике. Не забывайте, друзья, ставить лучший тег создателя контента Ник 10 и участвовать в розыгрыше на 20 тысяч рублей. Напоминаю, ссылка в описании на этот супер конкурс. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором выходят новости по классике, анонсы, видосов, стримов, каких-то важных, резких, внезапных новостей, где есть общий чат для общения. В общем, ссылочка на телеграм тоже есть в описании. А я всех благодарю за просмотр.